Сегодня поговорим о городе Бахмут. Еще год назад этот украинский топоним едва ли был известен широкой аудитории, а сейчас вызывает примерно те же ассоциации, что и французский Верден. Однако начнем мы прям сильно издалека сегодня и по времени, и по географии. 1 мая 1960 года в районе Свердловска, нынешнего Екатеринбурга, был сбит американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2. Летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс катапультировался, был задержан на земле и передан КГБ. Пауэрс, чтобы избежать ареста, должен был покончить с собой с помощью специальной отравленной булавки, спрятанной внутри $1 монеты. Летчика предупредили, что его ждет, если он попадет живым к страшным Soviet Russians. Вот как Пауэрс представлял себе советский плен. Мне будут читать лекции о коммунизме и предоставлять только пропагандистскую литературу. Пища будет даваться лишь в виде поощрения за сотрудничество. Допросы будут внезапными, под яркими лампами. Стоит мне лечь спать, я сразу же буду разбужен, и допросы будут продолжаться до тех пор, пока я постепенно не утрачу ощущение времени, места и собственной личности. Меня будут подвергать пыткам и избивать, пока, наконец, я сам не попрошу о том, чтобы мне разрешили признаться в каком угодно преступлении. И, как писал потом в своих воспоминаниях сам Пауэрс, не воспользовавшийся булавкой из $1 монеты, он был немало удивлен, когда ничего из перечисленного не произошло. Ему даже приносили художественную литературу на английском, чтобы не скучал. По его словам, неплохо кормили. Дальше больше. Прежде чем осудить и посадить Пауэрса во Владимирский Централ, советские власти решили провести американскому гостю экскурсию по Москве. Раньше Пауэрс точно знал, как выглядит Soviet Russians. Его же обо всем проинформировали в Америке. В Москве все мужчины носят длинные бороды, а женщины ходят в черных платках. И, как вспоминал Пауэрс в своей книге «Операция Перелет», его поразило, что москвичи выглядели почти так же, как американцы. Пауэрс раньше был искренне убежден, что русские — это какие-то чудовища. Но почти после 2 лет вынужденного пребывания в СССР он честно признался американским читателям: «Я ни разу не встретил кого-нибудь, кого мог бы возненавидеть». К чему же вся эта история из 60-х годов здесь, в ролике про Бахмут? Дело в том, что в пилоты Lockheed U-2 не берут абы кого. Мало того, что требования к здоровью, как у астронавтов, так еще и высочайший уровень интеллекта необходим. Однако даже такой человек может быть введен в заблуждение и жить в вымышленной картине мира. Что уж говорить о гражданах, в чью сферу деятельности не входят полеты в стратосфере. Легко надергать фактов, смонтировать специально подобранные фото и видео, дать наводящие комментарии, и все. Телезрители любую страну представят себе как обиталище сатаны. Самое ужасное, что телезрители, толком ничего не зная об этом государстве, будут искренне думать, что они качественно и всецело проинформированы. Город Бахмут с 1924 по 2016 год назывался Артемовском в честь сподвижника Владимира Ленина Федора Сергеева. И нет, я не ошибся. В большевистском подполье Федор Сергеев был известен под псевдонимом «Товарищ Артем», поэтому вот Артемовск. В 16 году украинские власти решили вернуть городу исконное название, которое он носил еще с 16 века – Бахмут. Однако в России, в некоторых государственных СМИ и во всех сводках Министерства обороны Бахмут демонстративно называют Артемовском. Что на фоне дискуссий о том, что сейчас российская армия восстанавливает историческую справедливость и исправляет ошибки большевиков, создавших Украину, выглядит несколько странно. Но это ладно. Главное, что Бахмут – донбасский город, который находится на территории Донецкой области. Российское телевидение информирует нас, что на Донбассе в течение 9 последних лет украинские нацисты осуществляли геноцид русского и русскоязычного населения. Геноцид – это страшное слово. Если действительно необходимо остановить геноцид, то приемлемы все издержки, любые разрушения и любые сопутствующие потери. Но давайте с вами разберемся, тот ли это случай. В июне 2014 года в Артемовск, как тогда еще назывался нынешний Бахмут, со второй попытки вошли силы ДНР под командованием россиянина Игоря Стрелкова-Гиркина.
В течение 2 недель город находился в составе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В июле 2014 года вооруженные силы Украины почти одновременно отбили города Славянск и Артемовск. Вскоре в российских СМИ, вероятно с подачи Александра Дугина, появилась информация об украинских карателях. Якобы в Славянске начали расстреливать всех мужчин моложе 35 лет и распяли ребенка. Ни то, ни другое не подтвердилось, а Первый канал, показавший в эфире интервью якобы свидетельницы распятия мальчика, и вовсе от ее свидетельства открестился. Мол, мы, как телеканал, ничего не утверждали, просто дали прямую речь и ответственности за ее содержание не несем. В июне 2015 года вышел репортаж под названием «Славянск. Год после Стрелкова» за авторством, что характерно, донецкого журналиста Дмитрия Кириллова. По его словам, в городе после возвращения под контроль Киева восстановилась рутинная мирная жизнь. Те из местных, кто примкнул к вооруженным отрядам Стрелкова, в большинстве своем получили условные сроки. Согласно статье, опубликованной в 2015 году, реальным репрессиям были подвергнуты памятник Ленину и перешедшая на сторону ДНР мэр Славянска Неля Штепа. А в 2020 году Штепа, несмотря на продолжавшееся судебное разбирательство, вновь выдвинула свою кандидатуру на пост главы Славянска. Была зарегистрирована, не была снята с выборов и заняла даже там 3-е место, обогнав кандидатку от партии Владимира Зеленского. Никак это не похоже на геноцид жителей Донбасса. Даже с теми людьми, которые с точки зрения законодательства Украины являются изменниками, украинское правосудие обошлось достаточно мягко. Но если про карательные акции украинских нацистов в Славянске были хотя бы какие-то неподтвержденные слухи, то про Артемовск в 2014 году не было даже слухов. Доподлинно известно, что вместе со своими людьми был убит Велес, он же Сергей Иочков, ДНРовский военный комендант Артемовска. Мать Велеса, учительница русского языка и литературы Ольга Черная, после гибели сына несколько лет работала учителем в ДНР и даже проводила агитацию в пользу непризнанной республики. За это в 2018 году Черную даже внесли в базу сайта «Миротворец». Однако в 2021 Черная по какой-то причине решила уехать из ДНР на территорию Украины, подконтрольную киевским властям, и устроилась на работу в Горловский институт иностранных языков. Журналисты Украинского свободного радио в сентябре 2021 обратились к директору Горловского института Евгении Белицкой с вопросом: почему же у вас трудоустроена женщина, которая еще недавно не просто работала, но еще и активно агитировала за ДНР? На что директор института ответила следующее: трудоустроена, и что? На нее заведено какое-то дело? Человек лишен каких-то прав на территории Украины? Или у нас сталинский режим? Я понимаю, что это все очень локальные истории. Амнистированные ополченцы, ДНРовская мэр города, которую украинские власти, несмотря на суд, допустили до выборов и даже голоса честно посчитали. Учительница, которая открыто выступала за ДНР, а потом все равно устроилась в Украинский институт. Но именно такие истории как раз и разрушают картину геноцида, который Киев якобы 8 лет проводил на Донбассе. Изучая жизнь в тех или иных городах Украины, команда нашей редакции обязательно заходит на официальные сайты этих населенных пунктов. Смотрим, какие культурные, образовательные, спортивные, развлекательные, просветительные и памятные мероприятия проходили в городе до войны. Мы прекрасно понимаем, что в любом городе мира местные чиновники умеют сделать красивый отчет. А иногда все только для красивых отчетов и делается. Но все равно важно понимать, что именно официально декларирует власть. Если власть захватили нацисты и русофобы, то, наверное, они должны декларировать нацизм и русофобию. Ничего подобного среди довоенных бахмутских новостей мы не обнаружили. Если речь шла не о местных конкурсах или состязаниях, а о каких-то публичных лекциях и семинарах, то и в этих случаях они в Бахмуте были посвящены не прославлению нацистских преступников, а каким-то важным темам. Например, профилактике заболеваний, передающихся половым путем среди молодежи. Очень здорово, когда люди не перегибают духовные скрепы и не падают в обморок от мысли, что старшеклассники услышат страшное слово «секс», а заботятся об их здоровье. Кстати, сами школы в Бахмуте неплохо приводили в порядок, особенно по меркам районного центра. В нашей стране, гораздо более богатой, чем Украина, многие школы в райцентрах могут только мечтать о таком ремонте и благоустройстве территории.
Ровно 2 года назад, в марте 2021 года, в рамках инициированной Владимиром Зеленским президентской программы «Великое строительство» в городе отремонтировали детский сад. Вот оказывается, что можно сделать из типовой бетонной коробки, если приложить достаточно усилий, и было бы желание. Бахмут – это провинция на 70 тысяч жителей. Но здесь не считали, что современные прогрессивные инициативы – это всего лишь новомодная придурь жителей больших городов, которые, дескать, с жиру бесятся. К примеру, были в Бахмуте программы, призванные помочь женщинам не сидеть дома, а заняться своим делом. В феврале 2021 года стартовала программа расширения возможностей женского предпринимательства. Через месяц, в марте 2021, была открыта программа для женщин, желающих заняться фермерским хозяйством. Обе программы предполагали денежные гранты для самых предприимчивых и инициативных. 27 января 2021 года на официальном сайте Бахмута была опубликована заметка, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. Здесь помнили и о жертвах нацистской оккупации. 14 апреля 2021 года местные власти опубликовали соболезнования в связи со смертью фронтовика Николая Вольвача. В заметке аккуратно перечислены все советские ордена, которые полковник Вольвач получил в рядах Красной Армии. Помню, в ролике, посвященному украинскому угледару, внимательные зрители обратили внимание, что там на 9 мая к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, клали не красные гвоздики, а красные маки. И это для кого-то даже аргумент, мол, да, в Украине хоть и празднуют День Победы, но делают это неправильно. Посмотрим выпуск новостей из Бахмута. 9 мая 2021 года. К военному памятнику, кстати, далеко не единственному в городе, возлагают и маки, и тюльпаны, и те же красные гвоздики. Местные чиновники мало того, что не запрещали это делать, а сами участвовали в возложении. В рамках заходу керівництво громади, представники управлінь міськради, закладів освіти та культури, військовослужбовці та бахмутська молодь взяли участь у покладанні квітів до меморіалів та братських могил героїв-земляків, воїнів-визволителів, підпільників та партизанів, жертв нацистів. А глава Бахмута Алексей Рева в 2021 году поздравил бахмутцев с Днем Победы на фоне Вечного огня. Ці дні дані на пам'яті і глибокої поваги тим, хто на фронті і в тилу, у підпіллі та партизанських загонах боровся з ворогом. Шановні ветерани, в роки Другої світової ви захистили світ від загарбників, пережили страшні роки лихоліття, відновлювали країну і віддали свою молодість і сили, щоб наше сьогодення та майбутнє було мирним та щасливим. Алексей Рева победил на выборах мэра Бахмута в 2020 году. Тогда же в местный парламент прошли 4 партии. Партия «Порядок», оппозиционная платформа «За жизнь», «Слуга народа» и оппозиционный блок. Оппозиционная платформа и оппозиционный блок – это открыто пророссийские партии, которые свободно вели свою деятельность в Украине вплоть до начала войны. Их не снимали с выборов. Украинские граждане, выступавшие за тесные связи с Россией, имели возможность за них проголосовать. «Слуга народа» – это партия действующего президента Владимира Зеленского. Если партия президента занимает на местных выборах лишь 3-е место, значит 3-е место. Никто липовые голоса за нее не вкидывает. Больше чем уверен, что вы никогда не слышали раньше об украинской партии «Порядок», которая взяла в Бахмуте больше всего мандатов. И это неудивительно. Партия «Порядок» — это сугубо местная партия. В отличие от нашей страны, в Украине имеют право на существование не только все украинские партии, но и совсем небольшие политические силы, которые участвуют в политике на локальном уровне. В России есть закон, что нельзя сделать, например, московскую даже политическую партию. Партия может быть только всероссийской. Это очень осложняет их регистрацию и, соответственно, участие граждан в политической жизни. А в Украине есть городские партии, действующие даже в таких небольших городках, как 70-тысячный Бахмут. Это помогает жителям городов выбирать ту партию, которая будет целиком и полностью сосредоточена на местных вопросах. Давайте внимательно и посмотрим и послушаем предвыборный ролик партии «Порядок», набравший в Бахмуте больше всего голосов. Услышим, на каком языке велась агитация и как выглядел Бахмут в 2020 году. В 2021 город выглядел еще лучше, благодаря программам благоустройства. Но тут видео из 2020-го, тогда были выборы. Бахмут в последние годы стремительно развивается. Он стал одним из самых чистых, перспективных и привлекательных городов Украины. Алексей Рева делает все для того, чтобы город стал не только самым лучшим в области, но и в стране. Я иду на местные выборы с командой действующего мэра. Наша команда – политическая партия «Порядок». И
Идеология нашей партии заключается в том, чтобы органы местного самоуправления работали как часы, как один целостный механизм. Я Дмитрий Подкуйко, кандидат в депутаты от партии «Порядок». Поддержите нас на предстоящих выборах. Наш мэр Алексей Рева, ваш депутат Дмитрий Подкуйко. А вот так выглядит Бахмут прямо сейчас. Город, в котором перед самой войной отремонтировали школу и детский сад, благоустроили множество общественных пространств. Этот город теперь разрушен, как и жизнь всех его жителей. Если вы досмотрели ролик до этого места, то, возможно, вы захотите возразить. Да я ж собственными глазами, может быть, захотите сказать вы, видел кадры с украинцами, которые ходят с нацистской символикой и, там, не знаю, вскидывают руку, выкрикивают человеконенавистнические лозунги. И да, действительно, такие кадры существуют. И Фрэнсис Гэри Пауэрс, возможно, видел совершенно подлинные изображения русских мужчин с длинными бородами и женщин в черных платках. Россия очень большая страна, людей в ней живет немало, и подборки фотографий можно сделать совершенно разные. Украина тоже большая страна. В государстве, втором по площади в Европе, живут около 40 миллионов человек. И даже 1% от 40 миллионов – это уже 400 тысяч человек. При желании можно наводить фокус телекамер на самые разные социальные группы, что в Украине, что в России. Но такой узкий взгляд не дает понимания общей картины. Для зрителя создается лишь иллюзия того, что он осведомлен. И в такую ловушку попасть может даже очень умный и образованный человек. Летчик, пилотирующий самолет в стратосфере, такая же элита, как и астронавты, летающие на космическом корабле в космос. Но и такого человека можно ввести в заблуждение. И он даже ничего не заподозрит, пока своими глазами не увидит ту страну, о которой ему рассказывали. В самом конце проведем наглядный эксперимент. Мы покажем вам смонтированное видео с российскими неонацистами. Вовсе не за тем, чтобы доказать, что Россия, мол, нацистское государство. Не за этим. Просто представьте себе, что вы ничего не знаете о России. Что бы вы подумали о нашей стране, если бы вам показывали о России только такие вот видео? До завтра. Слава России! Ты поддерживаешь эту операцию?